Мы с вами повторили, что такое культура оздоровления. Рассмотрели ее базовые принципы. Мы также поняли принципы оздоровления летом. А дальше мы более подробно поговорим о сердце. Великому полководцу древности Суньцзы принадлежат слова «Знать его и знать себя. Сражайся хоть 100 раз, поражения не будет». Если мы хотим защитить сердце, то должны очень хорошо знать его. Какова же роль сердца? Мы знаем, что оно ритмично сокращается, обеспечивая органы и ткани достаточным количеством крови, несущей кислород и питательные вещества, и уносящие из них углекислоту, минеральные соли, мочевую кислоту. Это все делается, чтобы обеспечить нормальную работу клеток и их здоровый метаболизм. Западная медицина рассматривает сердце как насос, который в определенном ритме проталкивает кровь по сосудам и обеспечивает нормальный кровоток. Вы знаете, что представления западной и восточной медицины очень серьезно отличаются. Западная медицина рассматривает органы человеческого тела автономно. У каждого органа своя роль и функция. Поэтому в западной медицине основная функция сердца – обеспечивать нормальный кровоток. Давайте посмотрим, как описывает сердце китайская медицина. В китайской медицине сердце – это орган-император. Он управляет всеми остальными органами и системами. Если сравнивать организм человека с устройством государства, то сердце будет выполнять роль монарха. Если есть монарх, значит есть вельможи, чиновники и слуги, которые окружают императора. Поэтому сердце не подвергается напрямую воздействию внешней среды. Оно находится в центре человеческого тела. Его защищают многие преграды. Дальше, когда мы в нашем занятии перейдем к меридианам, вы обнаружите, что все органы имеют по одному меридиану, а у сердца их два. Меридиан сердца и меридиан перикарда. Сердце действительно нелегко поранить, но если оно начинает болеть, это значит, что рушится последний оплот. Поэтому те люди, у кого есть сердечные заболевания, должны понимать, что другим органам еще раньше нанесен серьезный ущерб. В китайской медицине каждый орган описывают при помощи метафоры роли при императорском дворе. Это очень интересно. Давайте посмотрим, какие должности есть у наших органов. Сердце – это великодушный император, а легкие – осмотрительный канцлер рядом с ним, который помогает императору. Поэтому в старости у людей часто развиваются комплексные поражения легких и сердца. Печень – это храбрый маршал, который защищает императора. Если возникают проблемы с печенью, то и сердце императора защищать некому. Почки – это сильный охранник. А селезенка – это вдумчивый советник императора. Селезенка участвует в пищеварении. Насколько мы усваиваем питательные вещества, зависит от селезенки. Когда питательных веществ для кроветворения недостаточно, сердце попадает в опасную ситуацию. Согласно китайской медицине, проблемы с сердцем определяются множеством меридианов, проходящих через этот орган. Например, через сердце проходит меридиан легких. Он начинается на большом пальце, идет вверх по руке и проходит по груди перед сердцем. Проблемы с меридианом легких могут сопровождать тревожность и чувство сжатости в груди. Если возникли эти два симптома, следует обратить внимание на легкие. Меридиан желудка начинается на ноге, но далее тоже проходит через сердце. Проблемы с меридианом желудка могут вызвать немотивированное чувство паники. Меридиан селезенки тоже проходит сквозь сердце. Если возникают проблемы с меридианом селезенки, может возникнуть острая боль в сердце и эпигастральной области, нарушение сердечного ритма и учащенное сердцебиение. Эти симптомы связаны с меридианом селезенки. Поэтому китайская медицина считает, что сердце не болеет в одиночку. Это проблемы не только сердца.
Все проблемы напрямую связаны с тем меридианом, который здесь проходит. Китайская медицина считает, что если время возникновения сердечной боли совпадает со временем активности меридиана того или иного органа, за который этот меридиан отвечает, значит и проблема с сердцем связана именно с этим органом. У многих людей проблемы с сердцем возникают в 2-3 часа ночи. Это время активности меридиана печени. Значит, проблемы с сердцем у этого человека тоже будут связаны с печенью. А у некоторых проблемы с сердцем возникают в 8-9 утра. Это время активности меридиана желудка. Значит, в этом случае заболевание сердца связано с желудком. Таким образом, если сердце начинает беспокоить человека в строго определенное время, можно говорить о закономерности и посмотреть, какой меридиан активен в это время. Тогда станет понятно, что орган, отвечающий за этот меридиан, и есть источник болезни. Давайте повторим, когда активны меридианы. С 23 вечера до часу ночи работает меридиан желчного пузыря. С часу ночи до 3 утра работает меридиан печени. С 3 до 5 утра активен меридиан легких. С 5 до 7 утра меридиан толстого кишечника. С 7 до 9 утра меридиан желудка. С 9 утра до 11 пополудни меридиан селезенки. С 11 утра до часу дня меридиан сердца. С часу дня до 3 часов дня работает меридиан тонкого кишечника. С 3 дня до 5 вечера работает меридиан мочевого пузыря. С 5 до 7 вечера работает меридиан почек. С 7 до 9 вечера меридиан перикарда. С 9 до 11 вечера работает меридиан 3 обогревателей. Если мы выучим время активности меридианов, мы сможем понимать, проблемы с каким органом вызывают боли в сердце в том или ином случае. Китайская медицина считает, что сердечные заболевания, возникшие в результате поражения изначальной ЦИ, проявляются в 2 формах. Первое – экстрасистолия. Людей с этой проблемой очень много. Я приведу метафору в качестве примера, чтобы вы могли понять, что такое экстрасистолия. Вспомните, что происходит, когда во время поездки на машине кончается бензин. Автомобиль резко двигается вперед. Это внеочередное преждевременное возбуждение. Также происходит и с сердцем. Но при экстрасистолии поражение изначальной ЦИ еще не такое сильное. Второе проявление – перебои сердечного ритма. Перебои с сердечным ритмом можно описать на примере накачивания шин велосипеда. Когда у человека сил достаточно, он легко накачает колесо. Но когда сил недостаточно, а значит недостаточно изначальной ЦИ, он будет ускорять движение во время накачивания шины. В перерывах между движениями человек будет отдыхать. Это тоже пример нарушенного ритма. Самые опасные нарушения ритма – регулярные. Это предвестник большой беды. Если поражена изначальная ЦИ, значит возникает экстрасистолия и сбои сердечного ритма. В таком случае следует обратить внимание на почки.